Ребята, всем доброе утро. И вы просили меня снять, как я проверяю глубину на матч и выбираю точку лова. Вот смотрите, сейчас я закинул, как можно подальше. Дальше я кидать не буду, потому что это уже будет ловить некомфортно. И поплавок, как вы видите, принял свое местоположение и отгрузился именно так, как он должен стоять. Но, естественно, сейчас глубина выставлена на леске меньше, чем она есть. Вот сейчас я буду прибавлять потихонечку глубину, пока поплавок не всплывет. Вымотали лесочку. Как видите, все подпаски находятся у меня сейчас на дне. Ну а основной груз, естественно, находится наверху. Он тут и должен находиться. Соответственно, если подпаски вот эти коснутся дна, значит и поплавок всплывет, значит мы достигли дна. Вот, собственно, и все. Берем, поднимаем узлы. Примерно вот так. Потихонечку будем двигаться и смотреть. Когда поплавок у нас всплывет, значит мы достигли глубину. Сейчас вот у вас на краю экрана видно, что поплавок не всплыл. То есть он в рабочем положении. Значит, грузики дна не достигли. Еще прибавляем. Сдвигаем узлы еще вот настолько. Сантиметров на 15, на 20. Вот, как видите, поплавок больше практически не тонет. То есть он всплыл. Значит, подпаски уже находятся все на дне. Из этого следует, что надо чуть-чуть глубину убрать. И будет все нормально. Естественно, мы с вами хотим ловить леща, большую рыбу. А большая рыба требует неподвижной насадки. Соответственно, я беру чуть-чуть глубину, уменьшаю, сантиметров на 10. Если сейчас поплавок всплывет, так я и буду ловить. Это значит, подпаски будут касаться дна, а все остальные груза будут, естественно, в толще воды. Да, вот примерно так и есть. Сейчас поплавочек чуть-чуть всплыл, но это нормально. Вот, собственно, и все. Я нашел глубину. Можно еще как мерить дно. Забрасывайте как можно дальше. И смотрите, вот сейчас я 5 оборотов катушки подмотал, леску отпустил. Давайте попробуем еще. Раз, два, три, четыре, 5. Оп. И лесочку еще опустим. Посмотрим, изменится что-нибудь или нет. Вот видите, поплавок всплыл уже побольше. Значит, здесь помельче. Ловить, естественно, будем поглубже. Здесь ровное дно. Я здесь уже ловлю и не первый раз. Оно плавно спускается вниз. Поэтому... а далеко матч. Я, конечно, могу его подальше закинуть, но мне будет ловить так некомфортно. А вот так вот в самый раз. Раз, два, три, четыре, 5. Вот видите, я еще 5 сделаю. Леску отпущу. Во, поплавок, видите, как сильно всплыл. Да, вам видно. Поплавок еще сильнее всплыл. Тут все ясно. Буду ловить на максимально дальней дистанции. Теперь смотрите, что я делаю. Сейчас ни ветра, ни волны нету, поэтому я беру 2 подпаска, сдвигаю вот сюда. Вот я их сдвинул. Вот они. К поплавку. А один подпасок у нас остался. Пробуем еще раз забросить. До узлов я не довожу. Узлы у меня в кольца не проходят, поскольку глубина небольшая. Это здесь не нужно. О, отлично. Раз, два, три, четыре, 5. Леска тонет хорошо. Вот, как видите, поплавок стоит идеально. Сейчас из-за тумана очень трудно навести фокус, но тем не менее он камера навела. Все, там я и буду ловить в таком положении. Если у нас поплавок будет уходить с точки лова, за счет там течения какого-то поверхностного, то еще один подпасок придется опустить вниз.
Значит, что я делаю теперь? Я сейчас снова опускаю все подпаски вниз. Вот я их опустил все. И чуть-чуть прибавлю глубину. Вот так. Сантиметров на 10. Это для того, чтобы мне забросить поплавок как можно больше всплыл, чтобы мне удобнее было закармливать точку лова. Забрасываем, чтобы поплавок у нас никуда не съехал. Вот видите, поплавок встал, чуть-чуть приподнялся, его отлично видно, можно спокойно закармливать.